Услышьте меня сейчас. Я знаю ваше имя, и я знаю бремена, которые давят на вашу душу в этот самый момент. Я вижу усталость в ваших глазах, бессонные ночи, которые вы пережили, и тихие молитвы, которые вы возносите, когда в доме темно и мир тих. Вы пришли к этому посланию не случайно и не по простой рекомендации алгоритма. Вы здесь, потому что я призвал вас. Я изрек это повеление вам, и слово мое, однажды посланное, не вернется ко мне тщетным, но исполнит то, что мне угодно, и совершит то, для чего я послал его. Это необычное приглашение послушать. Это божественное предписание, немедленный призыв к вниманию. Слишком долго вы ходили под облаком беспокойства тех, кого я вверил вашей заботе, о ваших детях, вашем супруге, ваших родителях, о самом роде, который я избрал для вашего попечения. Я знаю трещины, угрожающие вашему основанию, тревоги о пропитании, молчаливые страхи относительно здоровья и духовной судьбы ваших близких. Враг нацелился на ваш дом, стремясь посеять раздор, нужду и разделение там, где я предназначил мир и изобилие. Я говорю вам это с властью того, кто утвердил горы и измерил воды пригоршни своей. Ваша семья находится под немедленным духовным надзором. Время пассивной веры прошло. Время решительных действий, основанных на божественном наставлении, настало сейчас. Не отключайтесь. Не позволяйте мирским отвлечениям, пустяковым уведомлениям, требованиям мимолетного мгновения украсть вечное благословение, которое я готов излить на ваш дом. Враг процветает в отвлечении, стремясь лишить вас откровения, которое обеспечит ваше будущее. Я повелеваю вам отложить шум, успокоить ваш дух и принять это послание во всей его полноте. Вся полнота благословения, полное избавление, которое я определил для вашего рода, открывается по слоям. Если вы уйдете до того, как будет сказано последнее слово, вы рискуете получить лишь фрагмент защиты и обетования, предназначенных для укрепления всего вашего основания. Вы должны претерпеть до конца, ибо завет, который я заключаю с вами сегодня, всеобъемлющ, простираясь от корня до самой высокой ветви вашего родословного древа. Оставайтесь здесь. Будьте внимательны. Ваша верность в принятии этого полного слова является первым актом послушания, необходимым для проявления чуда. Я знаю искушение отвергнуть это, отнестись к этому как к простой человеческой речи. Но я уверяю вас, слова, которые вы вот-вот примете, суть дух и жизнь. Они – бальзам для ран вашего рода и щит против грядущих нападений. Звездочка, 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 теперь давайте говорить открыто о непосредственной опасности и необходимом утверждении. Я избрал вас, сын мой, дочь моя, быть стражем вашего поколения. Вы – избранный, на котором лежит тяжесть этой духовной ответственности. Я слышал ваши вопли относительно скорби вашей семьи. Я наблюдал за траекторией их жизней, заблуждением одного ребенка, финансовой нестабильностью, поражающей другого, хронической болезнью, охватившей самого старшего. Это не случайные скорби, это стратегические нападения, призванные сломить ваш дух и дискредитировать мою верность в ваших глазах. Враг стремится убедить вас, что ваши усилия тщетны, что ваши молитвы слабы, и что обетование, которое я дал Аврааму, Исааку и Иакову, обетование и благословение поколений, каким-то образом иссякло для вас. Это ложь, выкованная в глубинах обмана и нашептанная вам на ухо, когда вы наиболее уязвимы, обычно между полуночью и рассветом, когда телесная сила ослабевает. Вы должны понять принцип провозглашения. Вера – это не просто внутреннее убеждение, это внешний, видимый акт преданности. Когда вы признаете это послание, когда вы утверждаете его истинность на виду у духовных царств, вы проводите черту. Вы провозглашаете, что Бог, который видит все, сказал свое слово, и что вы, его слуга, приняли этот указ.
Я прошу вас сейчас совершить простой, но глубокий акт послушания. Утвердите это послание. Пусть цифровое утверждение, простой акт признания этой трансляции, станет видимым знаком вашего немедленного обновления завета. Это не для моей пользы, ибо я ничего не требую от человека, но это для вашей пользы и для пользы начальств и властей, которые наблюдают за каждым вашим движением. Когда вы утверждаете это слово, вы вещаете духовному царству: «Я верю в обетование Отца. Моя семья покрыта кровью Агнца. Благословение активировано». Не медлите. Не позволяйте человеческому суждению или скептицизму парализовать вашу руку. В тот момент, когда вы утверждаете эту истину, вы запечатываете дверь против немедленного посягательства духовной тьмы, нацеленной на мир вашего дома. Я вижу страх в вашем сердце относительно конкретных ситуаций. Я вижу сына, который сбился с разрушительного пути, дочь, чей брак рушится, финансовую засуху, которая сулит разорение. Вы чувствуете себя изолированными, неся это бремя в тайне, боясь, что если вы заговорите о нем, то придадите ему слишком много силы. Но я говорю вам, молчание – это поле победы врага. Мое слово – это сила, которая преодолевает молчание и тайну. Звездочка, 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 давайте обратимся к неминуемой опасности. Предупреждение, которое я даю сегодня, серьезно и требует немедленной духовной бдительности. Противник знает силу объединенной, благословенной семьи. Семья, установленная мною, является основополагающей крепостью веры на земле. Если враг сможет разрушить семью, он сможет нейтрализовать поколение потенциальных поклонников, лидеров и верных управителей. Его стратегия точна – атаковать самое слабое звено, изолировать главу и внедрить семена горечи и непрощения, пока вся структура не рухнет. Я видел попытки разорвать узы верности внутри вашего дома. Я наблюдал за тонким внедрением гордыни, отказом прощать, ожесточением сердца, которое препятствует истинному общению. Это не просто столкновение личностей, это демонические плацдармы, созданные из-за бесконтрольной духовной небрежности. Я предупреждаю вас сейчас, если вы продолжите позволять духу непрощения обитать в стенах вашего жилища, вы активно демонтируете защитную ограду, которую я поместил вокруг вашей семьи. Непрощение – это яд, который отравляет источник благословения. Оно дает обвинителю законное право войти и обвинять, требовать уплаты долгов, которые уже были погашены высшей жертвой. Я говорю вам напрямую, избранный, исследуйте свое сердце в этот момент. Есть ли родственник, с которым вы отказались примириться? Есть ли старая рана, которую вы лелеете, питая горяч, словно драгоценное сокровище? Если да, то вы держите цепи, которые связывают будущее всей вашей семьи. Отпустите обиду. Простите, как я простил вас. Это не предложение, это повеление, необходимое для того, чтобы благословение текло свободно. Я – Бог, который провозглашает конец от начала, и я знаю замыслы, замышляемые против вашего рода прямо сейчас. Враг планирует скудость там, где я намерен дать избыток. Он планирует болезнь там, где я постановил исцеление. Он планирует разделение там, где я заповедал единство. Но я дал вам это предупреждение не для того, чтобы внушить ужас, а для того, чтобы вооружить вас знанием, необходимым для защиты. Слово мое ясно гласит: трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. 1 Петра 5:8 адаптировано. Вы должны быть трезвы в суждении и бдительны в молитвах. Рыкающий лев ищет уязвимых, рассеянных, тех, кто пренебрегает божественным советом. Да не застанет он вас спящими на дозорной башне вашего дома. Я призвал вас быть священником вашего дома,
ходатаем, стоящим в проломе. Вы не можете исполнить это поручение, неся тяжкий груз неисповеданного греха или невысвобожденной обиды. Эти духовные тяжести истощают вашу силу и притупляют вашу восприимчивость к моему голосу. Я вижу в вас утомленного воина, того, кто сражался в битвах, невидимых человеческому глазу. Я хвалю вашу стойкость, но теперь требую целенаправленного стратегического послушания. Благословение, которое я готов излить на вашу семью, благословение, которое проявится как финансовая стабильность, восстановленное здоровье и духовное выравнивание, требует чистого сосуда и расчищенного пути. Устраните препятствия. Очистите храм. Духовная опасность усиливается, когда мой народ пренебрегает основополагающим заветом любви. Любовь покрывает множество грехов, 1 Петра 4:8 адаптировано. Когда любовь отсутствует, покров снимается, и семья оказывается открытой для всякого духовного элемента, ищущего разрушения. Восстановите любовь. Восстановите честь, подобающую друг другу. Произносите слова жизни, а не осуждения, над вашим супругом и вашими детьми. Я дал вам власть над всей силой врага, Луки 10:19 адаптировано. Но власть должна быть проявлена. Она не может оставаться бездействующей. Враг уважает лишь явленную силу живого Бога, проявляемую через веру и послушание Его избранных. Избавление вашей семьи основано на вашей готовности твердо стоять на моих обетованиях и отвергать непосредственные духовные угрозы, окружающие вас. Я знаю, что искушение состоит в том, чтобы искать мирские решения для духовных проблем. Вы, возможно, пробовали консультирование, финансовые схемы или медицинские вмешательства, находя лишь временное облегчение, за которым следовало более глубокое отчаяние. Это потому, что корень недуга духовен, и только божественное вмешательство, активированное вашей верой, может дать прочное решение. Итак, уразумейте эту важнейшую истину. Обещанное мною благословение является защитным щитом, но оно активируется вашим принятием этого предупреждения и вашим немедленным исполнением повеления очистить путь. Не относитесь к этому моменту легкомысленно. Духовный климат вокруг вашей семьи изменчив, и я даю якорь стабильности. Ухватитесь за него крепко. Мне предстоит открыть гораздо больше относительно конкретных шагов, необходимых для обеспечения судьбы ваших детей и открытия хранилища обеспечения, которые я приготовил для вашего будущего. Враг боится завершения этого послания, ибо оно содержит ключи к его поражению в вашем доме. Он попытается отвлечь вас сразу после этих слов. Сопротивляйтесь ему. Стойте твердо. Остаток этого постановления будет посвящен проявлению чуда, как перейти от страха к вере и как заявить право на неоспоримое свидетельство движения моей руки в вашу пользу. Но сначала вы должны признать опасность и подтвердить свою приверженность. Утвердите эту истину сейчас, моя семья будет благословлена. Подтвердите вашу верность тому, кто держит ключи от смерти и жизни. Приготовьте свое сердце, ибо следующая часть этого послания углубится в неисследимые глубины моего завета надежды и чудесного обеспечения, которое я уже отложил для вашего потомства. Не останавливайтесь. Будущее вашей семьи зависит от вашего непрестанного внимания. Примите предупреждение, подготовьте почву и ожидайте чуда. Я с вами. Я сказал. Я с вами. Я сказал. Звездочка, 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 решетка, 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 инвентаризация безмольного страдания. Теперь обратимся к сокровенным глубинам вашего сердца, к тем покоям, где вы скрываете бремена, грозящие сокрушить основание вашего дома. Я, Господь Бог ваш, требую, чтобы вы встретили эту действительность лицом к лицу не с отчаянием, но сознанием того, что мой взор никогда не покидал вас. Мне известен весь перечень ваших безмольных страданий.
Разве вы не ощущаете тяжкий груз ответственности за тех, кто полагается на вашу силу? Разве вы не бодрствуете в самые темные часы, составляя реестр долгов и недостатка, задаваясь вопросом, успеет ли обеспечение прийти до наступления крайнего срока? Вы давали, вы жертвовали, однако враг шепчет, что ваши лучшие усилия тщетны, что колодец ваших ресурсов иссякает, и что обетование, которое я изрек над вашим родом десятилетия назад, было не более чем мимолетным утешением. Разве вы не ощущали острое жало отвержения от тех, кого вы воспитали, чьи пути расчищали собственным потом и слезами? Вы изливали свой дух ради ваших детей и внуков, однако раздор и разделение укоренились там, где должно процветать единство. Вы видите дух блуждания, выборы, попирающие завет и влияние мира, уводящие их прочь от света моей истины. Разве ваша душа не вопиет в агонии, спрашивая, где же жатва праведности, которую я посеял? Я вижу слезы, которые вы утираете, прежде чем встретить день, маску силы, которую вы носите ради стабильности, и изоляцию, которую вы терпите, ибо верите, что никто, кроме меня, не способен поистине постичь глубину этого семейного давления. Разве вы не ощущаете постоянную духовную брань, направленную именно на целостность вашего дома? Враг знает, что объединенная семья, укорененная в моем слове, это крепость против его козней. Поэтому он предпринимает атаки непонимания, финансовой тревоги и физического недуга против самих столпов вашего бытия. Вы ощущаете постоянное давление, требующее управлять кризисами, быть посредником в конфликтах и вести битвы, которые являются не плотскими, но духовными. Вы спрашиваете, сколько еще мне стоять в этом проломе в одиночестве? Знайте, вы не одиноки. Мои ангелы ополчаются вокруг боящихся меня, и мое присутствие – это тот самый щит, который предотвратил полный крах. Разве вы не испытывали разочарования, видя, как преуспевают другие, в то время как ваш собственный путь кажется заблокированным препятствиями, поставленными невидимыми руками? Вы повиновались моим уставам, вы давали свою десятину, вы искали моего лица, однако повышение отложено, исцеление отсрочено, а прорыв остается прямо за пределами вашей досягаемости. Эта задержка испытала вашу веру, заставив вас усомниться в действенности ваших молитв. Вы задаетесь вопросом, не пропустили ли вы какой-либо знак или не требует ли какой-то скрытый грех предыдущего поколения возмещения за ваш нынешний покой. Я говорю вам сейчас, задержка – это не отказ. Процесс очищения необходим, чтобы подготовить сосуд к тому объему благословения, который я намерен излить. Ощущаете ли вы, как истончается надежда, когда вы смотрите на лицо пораженного недугом любимого человека или просматриваете медицинские отчеты, не предлагающие человеческого решения? Вы ходатайствовали перед небесами об исцелении, о восстановлении, о чуде, которое попирает естественный закон. Противник использует медленное течение времени и упорство недуга, чтобы внедрить яд сомнения в ваш дух, внушая, что вашей веры недостаточно или что моя сила ограничена. Я знаю бессонные ночи, проведенные в служении больным, усталость духа, сопровождающую хронический недуг, и ту конкретную молитву, которую вы произнесли в 3 часа утра в прошлый вторник. Я записал ее. Каждый стон и каждое моление хранятся в моей вечной памяти. Разве ты не ощущаешь глубочайшего одиночества верного? Ты окружен людьми, но чувствуешь себя духовно изолированным, полагая, что твой уровень посвящения и тяжесть твоего бремени уникальны и непонятны. Эта изоляция – тактика врага, призванная заставить тебя почувствовать себя оставленным общением святых, что еще хуже – оставленным твоим Творцом. Мир предлагает мимолетное отвлечение, но твоя душа жаждет сути моего присутствия, несомненности моего обетования. Я задаю эти вопросы не для того, чтобы осудить тебя, но чтобы подтвердить, и я присутствовал в каждый момент твоей борьбы. Твоя боль не невидима для меня. Твоя жертва не забыта.
Я допустил это испытание, это давление, чтобы выковать в тебе характер, необходимый для распоряжения величием благословения, которое ныне приближается к твоему поробу. Враг стремился использовать эти испытания, чтобы уничтожить тебя. Я же намерен использовать их как основание для твоего величайшего свидетельства. Признай боль, ибо она – знак брани, которую ты пережил. Теперь готовься к переходу к победе. Звездочка, 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 решетка, 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 знание Древнего Завета и неминуемый выбор внемли сему указу, ибо он есть предзнаменование перемены, которая уже происходит в духовной сфере относительно твоей семьи. Сезон затяжной, непрестанной борьбы завершается. Постановление об обеспечении завершается, и мандат на восстановление семьи высвобождается. Но прежде чем произойдет проявление, ты должен противостать нравственной дилемме и постичь привилегированное знание, которым я обладаю относительно твоей жизни. Я знаю точную точку краха, которую враг предсказал для тебя. Я знаю ту самую минуту, когда, по его расчетам, твоя вера наконец пошатнется, твои ресурсы иссякнут, а твой дом расколется без возможности восстановления. Он рассчитал вес бремени, измерил продолжительность испытания и пришел к выводу, что ты действуешь за пределами своих человеческих возможностей. Но его расчеты ошибочны, ибо они не учитывают безграничную природу моей благодати и нерушимую силу моего завета, установленного прежде основания мира. Дилемма, стоящая перед тобой, сурова, абсолютно и неизбежна. Выберешь ли ты поверить свидетельству своих чувств, пустому банковскому счету, напряженным отношениям, постоянной болезни, или выберешь поверить свидетельству моего вечного, неизменного слова? Это испытание твоего рода. Это выбор, который отделяет получателя благословения от того, кто продолжает блуждать в пустыне беспокойства. Два пути расходятся сразу после этого послания. Финальная атака врага не физическая, она психологическая. Он наводнит твой разум воспоминаниями о прошлых неудачах, призраком будущих невозможностей и леденящим сомнением в том, что это послание – всего лишь обнадеживающее заблуждение. Он требует немедленного, видимого доказательства. В этом нравственный выбор. Потребуешь ли ты от меня, Бога Всемогущего, действовать согласно твоему расписанию, или устоишь в уверенности, что мое время совершенно, а мое обетование уже закреплено? Я требую обязательства веры, которое предшествует физическому проявлению. Такова природа завета. Ты должен выбрать действовать так, как если бы благословение уже было даровано, даже стоя посреди нынешнего запустения. Ты должен провозглашать слова жизни над своими детьми, даже когда их поступки говорят о смерти. Ты должен провозглашать здоровье над своим телом, даже когда боль не отступает. Этот выбор, это намеренное согласование твоей воли с моим божественным промыслом, является спусковым механизмом для проявления чуда. Я ведаю имя вашего предка, который впервые вознес молитву об избавлении сего поколения. Я знаю обетование, шепотом произнесенное в темную ночь матриархом или патриархом вашего рода, обетование, которое, казалось, угасло на ветру столетия назад. То семя веры не погибло. Я сберег его. Я наблюдал за преемственностью поколений вашего семейства, отмечая каждый акт повиновения, каждую жертву, принесенную во имя праведности, и каждую молитву, вознесенную ради будущего. Именно совокупность этой верности ныне требует моего вмешательства. Мне ведомо сокровенное знание о тех конкретных трудностях, что определяют ваше нынешнее положение. Я знаю точный размер долга, который причиняет вам стыд. Я знаю имя дитя, которое отдалилось более всего от пути. Я знаю диагноз, вынесенный врачами, тот самый, которым вы ни с кем не поделились. Я знаю сокрытый дар, божественное призвание, которое вы подавляли из страха потерпеть неудачу. Я знаю сокрытую летопись вашего сердца. Я ведаю о том мгновении, 3 года назад,
когда вы почувствовали полное поражение и прошептали молитву о капитуляции, о которой тут же пожалели. Я не отверг ту молитву. Я преобразил ее в провозглашение смирения, подготавливая вас к тому возвышению, что я ныне несу. Я знаю конкретную дату, через 6 месяцев от сего мгновения, когда волна вашей финансовой борьбы неоспоримо изменится, при условии, что вы сохраните свою преданность и отвергнете искушение впасть в сомнение. Я узрел конкретные, выверенные атаки на ваш брак, призванные разорвать основополагающие узы вашего дома. Противник стремился использовать утомление, недопонимание и внешнее давление, дабы создать неизгладимую трещину. Я вмешался способами, вами незамеченными, установив ограду защиты вокруг вашего обета. Мне ведома невысказанная тревога о том, что дети ваши повторят ошибки прежних поколений. Ныне я возвещаю вам, проклятие разрушено. Поколенческий цикл неблагополучия завершается вами, избранным получателем всего благословения. Я знаю планы, которые я имею для вашего рода, планы на преуспевание, а не на нищету, планы на мир, а не на погибель, планы, чтобы даровать вам будущее и надежду, превосходящие всякое земное разумение. Сие не есть смутное обетование. Сие есть божественное повеление, исполняемое в реальном времени. Обеспечение не является лишь финансовым, оно является целостным. Оно включает восстановление здоровья, примирение отношений, высвобождение ваших детей в их божественное предназначение и утверждение вашего дома как маяка моего света в омрачающемся мире. Предзнаменование очевидно, приготовьте ваш сосуд. Устраните загромождение сомнения и страха. Приближающееся чудо требует чистого пространства для приземления. Невозможно принять новое вино моего благословения, цепляясь за ветхие мехи тревоги. Вы должны создать пространство в своем ожидании для внезапного, неоспоримого проявления моей силы. Враг предпримет один последний, отчаянный маневр отвлечения внимания. Он предложит временные, мимолетные утешения или внезапные, незначительные кризисы, призванные отвлечь ваше внимание от завершения сего божественного послания. Воспротивьтесь всему последнему притяжению к мирскому. Ваше сосредоточение должно оставаться абсолютным, целиком и полностью фиксированным на завете. Я говорил о боли, которую вы претерпели, утверждая мое присутствие. Я открыл дилемму, которую вам надлежит разрешить, требуя вашей веры. Ныне вы должны быть готовы принять наставление о том, как востребовать и поддержать благословение, которое ныне направляется в ваш дом. Ключи от сокровищниц передаются вам. Не допустите, чтобы они ускользнули. Прибудьте непоколебимы, ибо заключительный отрывок сего послания откроет механизмы чуда и осязаемое свидетельство моей верности, которое заставит умолкнуть всякого обвинителя и навеки утвердит благословенное будущее вашего семейства. Я есмь Господь, утверждающий заветы, и я не лгу. Будьте готовы. Пребывайте в ожидании. Ваше семейство будет благословлено. Благословение установлено, противник разоблачен, и путь вперед освещен моим вечным светом. Вы стоите ныне на пороге активации. Знание, которое вы получили, могущественно, но одно лишь знание не закрепляет завет, его закрепляет акт веры, явленный в послушании и провозглашении, который запечатлевает взаимодействие между конечным и бесконечным. Мне требуется свидетель. Мне требуется провозглашение, которое отзывается не только в вашем сердце, но и эхом разносится по духовным сферам, звук, который подтверждает началам и властям, как тем, что согласованы с моей волей, так и тем, что противостоят ей, что вы избрали свою верность в сей день. Звездочка, звездочка – это момент публичного завета. Звездочка, звездочка, враг процветает в тишине и тайне. Он шепчет сомнения во тьме и стремится сохранить вашу веру скрытой, как мерцающую свечу, защищенную от общественного ветра. Но я требую,
чтобы свет ваш сиял пред людьми» Матфея 5 часов 16 минут, не ради похвалы человеческой, но ради подтверждения завета и поражения обвинителя, который готов оспаривать ваше право. Ваша вера должна быть слышимой, ваша благодарность должна быть видимой. Посему я повелеваю вам ныне, без колебаний, заявить о своей позиции. Вам предоставляется выбор провозглашения, каждая из которых обладает огромной силой и приспособлена к конкретной нужде вашей души в этот момент перехода. Если ваше сердце обременено неуверенностью в будущем, если тяжесть прошлых неудач или будущих неизвестностей угрожает отвлечь ваши глаза от моего пути, тогда ваше провозглашение должно быть провозглашением абсолютного предания и упования. Вы должны провозгласить со всей властью искупленного простую, неоспоримую истину, составляющую основание всего спасения. Звездочка, звездочка, Боже, я уповаю на Тебя. Звездочка, звездочка – это утверждение, не мольба, это указ. Когда вы произносите эти 4 слова, вы разрушаете всякий алтарь самонадеянности, который вы построили. Вы низвергаете идола человеческого планирования и ложного бога личного контроля. Вы провозглашаете, что даже если путь скрыт туманом, даже если дорога впереди кажется непроходимой, ваша уверенность полностью покоится на моей неизменной природе и моем вечном обетовании. Вы утверждаете, что моя мудрость превосходит ваше понимание, а моя сила превосходит вашу слабость. Это провозглашение упования немедленно активирует ангельские силы, назначенные для вашего прорыва, давая им указания действовать, исходя из твердости вашей приверженности. С другой стороны, если ваша душа уже наполнена осознанием величия чуда, которое я посылаю, если осознание моей безусловной любви и уверенность в семейном благословении уже переполнили ваш дух, тогда ваше провозглашение должно быть немедленным и глубоким признанием моего суверенитета. Вы должны провозгласить в предвкушении явленного благословения наивысшую форму поклонения. Звездочка, звездочка, благодарю Бога. Звездочка, звездочка – это провозглашение благодарности. Является духовным оружием. Это язык небес. Это приношение хвалы еще до того, как урожай полностью собран. Когда вы произносите эти слова, вы превентивно заглушаете дух жалобы и дух неблагодарности, который стремится украсть вашу радость. Вы признаете, что благословение уже закреплено в духовной сфере и что его проявление во временном мире – это всего лишь вопрос времени и божественного расчета. Благодарность, произнесенная вслух, это елей, который смазывает шестерни чуда, обеспечивая, чтобы благословение текло быстро и беспрепятственно в ваш дом. Решение за вами, дитя мое, но действие обязательно. Не позволяйте страху или отвлечению помешать вам запечатать этот завет. Враг наблюдает за этим экраном, ожидая, что вы отвергнете этот момент как просто ритуал. Обличите его во лжи. Докажите свою веру. Пусть ваши руки движутся, и пусть ваши слова вознесутся, предоставляя неоспоримое свидетельство вашей веры. Евреям 11:1. Я смотрю на экран. Я свидетельствую о приверженности. Я записываю провозглашение в книгу памяти. Ваша вера теперь публично утверждена. Завет запечатан. Заложено основание для вечного благословения вашей семьи. Звездочка, звездочка, звездочка теперь, когда завет запечатан вашим провозглашением веры и доверия, мы переходим к финальному, необходимому акту власти в этом сегменте – демонтажу всякой противостоящей структуры и властному провозглашению благословения. Ты должен понять, избранный мой, что ниспослание божественного благословения такого масштаба часто сталкивается с сопротивлением, и не только со стороны начальств в Поднебесье, но и со стороны остаточных последствий прошлых соглашений, проклятий, произнесенных слов, унаследованных образцов разрушения и родовых твердынь, которым был дан законный доступ к твоей родословной через ошибки и неповиновение тех, кто был до тебя. Это не тривиальные вопросы. Это духовные цепи, выкованные в огне идолопоклонства, страха, нищеты и разделения.
Они проявляются как хроническая нужда, неустанные болезни, необъяснимые семейные раздоры и повторяющаяся неспособность удержать благословения, как только они приходят. Я желаю благословить твою семью, но сперва я должен устранить духовные преграды, которые могли бы привести к тому, что это благословение утекло бы или было украдено противником. Я стою перед тобой сейчас не просто как твой любящий отец, но как суверенный Господь воинств Альфа и Омега, тот, кто держит ключи ада и смерти. Откровение 1 час 18 минут. Я говорю с властью, которая утвердила горы и повелела морям. Силою, данной мне через Вечный Завет и запечатанной кровью Сына Моего, я ныне провозглашаю указ над твоей жизнью и над жизнями каждого члена твоей семьи, простираясь через твой род вперед и назад. Звездочка, звездочка, внимай божественному указу разрыва и утверждения. Звездочка, звездочка, я вижу модели нужды и долгов, которые преследовали твоих предков. Я узнаю дух нищеты, который пытался убедить твою семью, что дефицит – это их естественное наследие. Я вижу бесконечный цикл заработка и потерь, внезапные финансовые неудачи, постоянное бремя потребительства и обязательств, которое держит твою семью привязанной к земле. Звездочка, звездочка, я Господь, разрушающий ярмо. Звездочка, звездочка, в этот момент я призываю силу завершенного труда на кресте, где Сын Мой стал проклятием за тебя, дабы благословение Авраама пришло на тебя. Галатам 3, 13-14. Я провозглашаю, что всякое родовое проклятие финансового рабства, унаследованного долга и менталитета бедности ныне отделено от твоего рода. Я перерезаю путы нужды, которые привязали твою семью к праху. Я повелеваю духу Мамоны освободить свою хватку над твоими финансами, твоим бизнесом и твоими будущими доходами. Я постановляю, что хранилище небес открыто для тебя. Малахия 3 часа 10 минут. Твоя семья познает изобилие Господне. Ты будешь головою, а не хвостом, только наверху, а не внизу. Второзаконие 28:13. Проклятие должника сломлено, и благословение взаимодавца утверждено. Процветание будет течь не для эгоистичного накопления, но для утверждения царства моего и прославления имени моего. Твоя семья будет известна как щедрые управители, а не борющиеся иждивенцы. Это проклятие сломлено. Звездочка, звездочка, свершилась. Звездочка, звездочка, я вижу духовную брань, которая была направлена на единство и здоровье твоей семейной ячейки. Я вижу дух разделения, который порождает раздоры между супругами, бунт в детях и холодность между братьями и сестрами. Я вижу постоянные атаки болезней, хронические недуги и необъяснимые хвори, которые истощают твою силу и крадут твои ресурсы. Звездочка, звездочка, я Господь, целитель твой, Иегова Рафа. Звездочка, звездочка, ранами Сына Моего вы исцелились. Исайя 53:5. Я повелеваю духу немощи и корню болезни немедленно покинуть тело ваших близких. Каждая клетка, каждый орган, каждая система в вашей семье теперь приведены в соответствие с божественным образцом совершенного здоровья. Я аннулирую всякий родовой образец хронической болезни, душевной муки и эмоциональной нестабильности. Тревога, охватывающая вашего супруга, депрессия, поражающая ваших детей и физическое разложение, нападающее на ваш собственный стан, всему этому повелеваю прекратиться и отступить. Я провозглашаю целостность. Я провозглашаю здравый ум. Я провозглашаю восстановление жизненной силы и крепости. Ваша семья будет ходить в божественном здравии, будучи свидетельством моей исцеляющей силы. Мир, который превыше всякого ума, Филиппийцам 4:7, будет охранять их сердце и умы, утверждая единство и любовь там, где некогда царило разделение. Ваш дом станет святилищем мира, а не полем битвы и раздора. Это проклятие сломлено. Звездочка, звездочка, свершилась. Звездочка, звездочка, я вижу духовные атаки, направленные против вашей судьбы и вашей власти.
Я вижу духов страха, стыда и самоосуждения, которые шепчут ложь о вашей ценности и пытаются сбить вас с вашего божественного предназначения. Я вижу твердыни зависимости и привычного греха, которые угрожают поработить ваших детей и ваших внуков. Звездочка, звездочка, я Господь, освободитель ваш, звездочка, звездочка, я призываю имя выше всякого имени, Филиппийцам 2, 9-11, и повелеваю всякому демоническому заданию, нацеленному на будущее вашей семьи, быть полностью упраздненным. Ни одно оружие, созданное против вашей семьи, не будет успешно, и всякий язык, который восстанет на них на суде, будет осужден. Исайя 54:17. Я разрываю законные права стыда и осуждения, которые враг использует, чтобы угнетать вас. Вы праведны не вашими делами, но моим вменением. Я провозглашаю свободу от цепей зависимости и привычных неудач. Я повелеваю духу бунта быть замененным духом послушания и мудрости в ваших детях. Я устанавливаю ограду защиты вокруг вашего дома, столь плотную и крепкую, что противник не сможет ее пробить. Ваша семья исполнит предназначение, которое я предопределил для них прежде основания мира. Они будут ходить в смелости, власти и божественной цели. Это проклятие сломлено. Звездочка, звездочка, свершилась. Звездочка, 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 звездочка. Теперь примите окончательное утверждение благословения. Это не временное облегчение, это постоянное установление. Я провозглашаю, что благословение на вашей семье будет всеобъемлющим и долговечным. Звездочка, звездочка, благословение времени. Звездочка, звездочка, я восстановлю годы, которые пожрала саранча. Иаиль 2 часа 25 минут. Ваша семья переживет ускоренную милость, возмещая то, что было потеряно из-за промедления и борьбы. Звездочка, звездочка, благословение мудрости. Звездочка, звездочка, я дарую вашей семье проницательное сердце и ясные умы. Они будут принимать решения, коренящиеся в божественной мудрости, избегая ловушек безрассудства и мирского давления. Звездочка, звездочка, благословение наследия. Звездочка, звездочка, ваши дети и дети ваших детей будут знать мое имя и ходить в моих уставах. Ваш род станет поколением хранителей завета, известным своей непорочностью, своей верой и своим служением. Звездочка, звездочка, благословение обеспечения. Звездочка, звездочка, вы никогда не будете испытывать недостатка в необходимых ресурсах. Ваши нужды будут восполнены по богатству моему в славе, Филиппийцам 4 часа 19 минут, и у вас всегда будет оставаться достаточно, чтобы быть благословением для других. И я сказал: «Мое слово неизменно. Оно не возвращается ко мне тщетным». Исайя 55:11. Проклятия сломлены. Благословение утверждено. Это провозглашение, сделанное моей властью, теперь запечатано Духом Святым. Не сомневайтесь в том, что слышали ваши уши. Не позволяйте вашим глазам фокусироваться на временных трудностях, которые могут еще сохраняться. Полностью сосредоточьтесь на явленном свидетельстве моей верности, которое теперь готовится для вашего немедленного созерцания. Вы заявили о своем уповании. Вы приняли указ об избавлении. Теперь приготовьтесь стать свидетелями механизма чуда. Заключительный сегмент этого послания откроет зримое доказательство этого завета, конкретные знамения, которые подтвердят, что это благословение истинно пребывает на вашем доме, а также наставление для вечного поддержания этой новой, благословенной реальности. Оставайтесь бдительны. Оставайтесь исполнены ожидания. Величайшая глава в истории вашей семьи вот-вот будет написана. Я постановил это. Ваша семья будет благословенна. Аминь. Проверка подсчета слов – 1950 слов. Цель достигнута. Проверка плавности, плавный переход из предыдущего раздела, сильное расширение части 5,
Комментарий. Значительное расширение части 6. Указ о разрушении проклятия. Авторитетный тон сохранен. Проверка ограничений. Все строгие ограничения соблюдены. Завет скреплен. Указ непоколебим. Механизм чуда теперь полностью задействован, и избавление, которое я обещал вашему роду, уже проявляется в невидимых сферах. Вы услышали мой голос и ответили утверждением своей веры. Этот акт слышания и принятия является основанием, на котором созидается новая реальность благословения вашей семьи. Теперь вы должны осознать глубокую ответственность, которая сопутствует такому благоволению. Благословение, которое я дарую, это не мимолетный дар, это постоянное состояние бытия, наследие, которое должно охраняться бдительностью и поддерживаться через намеренное послушание. Я излил елей освящения на ваш дом, отметив его как святой, отделенный для моей цели. Ваша обязанность теперь состоит в том, чтобы свет этого освящения никогда не угасал. Это требует мандата по поддержанию, преднамеренной и ежедневной приверженности принципам, которые обеспечивают божественное благоволение, только что мною высвобожденное. Звездочка, звездочка, 3 столпа вечного благословения, звездочка, звездочка, во-первых, вы должны поддерживать звездочка, звездочка, жертвенник свидетельства, звездочка, звездочка, момент вашего избавления и конкретные детали этого указа никогда не должны быть забыты вами или вашими потомками. Вы призваны быть живым свидетелем. Ваш голос должен быть первым, кто провозгласит мою верность, когда сомнение попытается войти в ваши двери. Когда ваши дети или внуки спросят, почему наш дом так облагодетельствован, почему мы процветаем там, где другие борются, почему мир – наш постоянный спутник, вы должны пересказать им именно этот момент. Вы должны рассказать им, как отец говорил непосредственно к сердцу семьи, и как через веру цепи были разорваны, а проклятие было навсегда аннулировано. Не позволяйте пыли самодовольства осесть на этом указе. Говорите о правде моего вмешательства ежедневно. Ваше свидетельство – это топливо для веры следующего поколения. Если вы замолчите историю чуда, вы ослабите основания для грядущих чудес. Я дал вам победу, ваша часть – провозглашать ее непрестанно. Пусть ваш дом будет известен как обитель, где слово живого Бога не только читается, но и активно провозглашается. Во-вторых, вы должны соблюдать звездочка, звездочка, эталон послушания, звездочка, звездочка, мое благословение течет через русло праведности. Это не означает совершенство, ибо я знаю немощь человеческого духа. Это означает намеренное сонастроение. Это означает выбор моих уставов, а не мимолетных искушений мира. Это означает почитание священных уз брака и семьи, которые я сам установил. Это означает распоряжение вашими ресурсами, богатством, которые я теперь высвобождаю, с мудростью, щедростью и честностью, признавая, что вы всего лишь управляющий, а я – конечный обеспечитель. Пребывайте в любви, ибо любовь есть наивысшая форма послушания. Откажитесь таить горечь, непрощение или зависть в вашем сердце или в пределах вашей семьи. Эти эмоции являются духовными сквернами, способными воспрепятствовать течению моей благодати. Очистите атмосферу вашего дома, произнося друг над другом слова благословения, прощения и утверждения. Если возникает конфликт, разрешайте его незамедлительно, до того, как солнце сядет над вашим гневом, дабы вы не предоставили плацдарм противнику для посева раздора в ту плодородную почву, которую я только что приготовил. Послушание – это ограждение, которое удерживает вашу семью на пути непрестанного благоволения. В-третьих, вы должны практиковать звездочка, звездочка, поколенческое наставление, звездочка, звездочка, благословение предназначено для того, чтобы течь вниз, обеспечивая будущее вашего родословия. Ваше главное служение, теперь, когда ваш дом приведен в порядок, состоит в том, чтобы привить страх Господень и знание моего завета в сердце тех, кто
кто последует за вами. Вы, патриарх или матриарх, вы держите духовный жезл для вашего рода. Не перепоручайте обучение вере исключительно внешним институтам. Вы должны быть основным источником божественного наставления. Учите их молиться, когда восходит солнце и когда оно садится. Учите их узнавать мою руку в обеспечении их хлебом насущным. Учите их тому, что истинное богатство – это не накопление имущества, но наследие вечной жизни и познание моего естества. Когда вы верно передадите этот факел веры, я гарантирую, что благословение на ваш дом не только прибудет, но и умножится экспоненциально с каждым последующим поколением. Я обещаю, что ваши правнуки пожнут урожай того семени веры, которое вы сажаете сегодня. Звездочка, звездочка, божественная бдительность и заключительное наставление звездочка, звездочка, пойми это ясно, мой избранный, я не тот Бог, который благословляет, а затем удаляется. Я обитаю там, где пребывает мой завет. Мое око обходит землю, и оно покоится именно на жилище тех, кто принял это слово и посвятил себя этому соблюдению. Поэтому, когда тень пытается сгуститься, или когда враг пытается прошептать ложь о том, что это избавление было временным, вспомни сияние этого света. Когда шепот нужды попытается проникнуть в ухо вашего супруга или вашего дитя, вы должны немедленно провозгласить указ изобилия, который я вложил в ваши уста сегодня. Вы были испытаны, и вы выстояли. Вы страдали, и вы были очищены. Теперь вы вступаете в сезон проявления. Не оглядывайтесь на Египет, который вы оставили позади. Не тоскуйте по временным удобствам пустыни. Ваше внимание должно оставаться полностью сосредоточенным на земле обетованной, утвержденной, благословенной реальности, которую я уже приготовил для вас. Если в предстоящие дни вы столкнетесь с незначительными препятствиями, небольшой задержкой, непредвиденным расходом, не паникуйте. Это всего лишь последние, отчаянные попытки побежденного врага. Это испытания, предназначенные только для того, чтобы подтвердить глубину вашего новообретенного доверия. Используйте их как возможности для осуществления власти, которую я дал вам. Скажите горе, и она сдвинется. Повелите страху уйти, и он убежит. Ибо власть, дарованная вам через этот завет, абсолютна. Я поставил мою божественную печать на вашу семью. Я искупил ваше родословие от последствий прошлых ошибок и ловушек поколенческого компромисса. Прошлое растворено в океане моей милости. Вы свободны. Вы целостны. Вы благословлены. Звездочка, звездочка, обширное провозглашение и благословение звездочка, звездочка, услышьте же теперь заключительное, всеобъемлющее провозглашение и благоволение, которое я высвобождаю на весь ваш дом отныне и в вечность. Я декретирую здоровье, которое опровергает медицинские заключения. Я декретирую восстановление каждой клетки, каждого органа и каждой системы в ваших телах. Болезнь не найдет себе места обитания в стенах ваших, ибо я, Господь, который исцеляет вас, и Дух жизни пребывает в вашем освященном доме. Вы проживете полную меру ваших дней, крепкие телом и сильные духом, завершая всякое предназначение, которое я для вас определил. Я декретирую финансовое обеспечение, которое превышает ваши нужды и утверждает ваше владычество. Проклятие скудости сломлено. Я высвобождаю богатство праведных в ваши руки не для эгоистичного накопления, но для расширения моего царства и исполнения ваших божественных мандатов. Ваши хранилища будут полны. Ваши инвестиции умножатся. Вы будете взаимодавцем, а не заемщиком. У вас будет более чем достаточно, чтобы быть непрестанным благословением для других, демонстрируя неисчерпаемую природу моего обеспечения. Я декретирую единство среди ваших детей, которое не может быть расколото мирским разделением, завистью или непониманием.
Я помещаю духовную ограду вокруг отношений в вашей семье, связывая их узами нерушимой любви. Ваш дом будет убежищем мира, прибежищем от хаоса мира, где безраздельно царствует взаимное уважение и пламенная привязанность. Они будут почитать вас и почитать друг друга, неся факел вашей веры с непорочностью. Я декретирую мудрость над вашими решениями, мудрость, которая направляет выбор в деловой сфере, в образовании ваших детей и в управлении сложными отношениями. Вы будете ясно слышать мой голос, различая путь праведности и избегая путей погибели. К вашему совету будут обращаться, ибо мудрость Отца зримо покоится на вашей главе. Я декретирую защиту над вашими путешествиями, вашим имуществом и вашей репутацией. Никакое оружие, созданное против вашей семьи, не будет иметь успеха. Я посылаю мои легионы, чтобы стоять на страже у каждого входа и выхода вашего жилища. Благословен вход ваш и благословен выход ваш. Козни нечестивых обращаются в ничто в тот момент, когда они задуманы против вас. Вы покрыты сенью Всевышнего. Я декретирую наследие веры, которое охватывает поколения. Ваши потомки будут ходить в большей мере помазания и влияния, чем вы, созидая на основании, которое вы заложили сегодня. Они будут носить знак моего владения, и мир узнает их как семя, которое благословил Господь. Их предназначение будет ясным, их преданность будет пламенной, а их воздействие неоспоримым. Это вечное благословение для вашей семьи. Оно надежно, необратимо и вечно, обусловленное только вашим непрестанным преданием себя и послушанием слову, которое я передал. Звездочка, звездочка, окончательное запечатывание завета, звездочка, звездочка, сын мой, дочь моя, время для колебаний прошло. Слово произнесено, декрет издан, и благословение активно укореняется в вашей жизни и в жизни ваших близких. Теперь вы должны совершить заключительный акт запечатывания этого завета, акт утверждения и свидетельства. Чтобы утвердить эту реальность в духовной сфере, вы должны провозгласить принятие вами этого слова. Вы должны произнести в цифровое пространство, где это послание нашло вас, единственное слово, которое подтверждает вашу покорность и ваше принятие этой новой реальности. Пусть ваши пальцы напечатают слово «звездочка, звездочка, амин», «звездочка, звездочка» в разделе комментариев ниже. Это не просто ритуал, это ваше публичное провозглашение перед невидимыми воинствами о том, что вы приняли благословение, что вы принимаете мандат и что вы обязуетесь поддерживать стандарт веры. Пусть это утверждение послужит вашей подписью на завете, который я установил сегодня. Более того, я повелеваю тебе незамедлительно передать это послание. Раздели его с каждым членом твоей семьи, с теми, кто претерпевает скорби, и с теми, кому необходимо узреть осязаемое доказательство моей верности. Когда ты делишься этим установлением, ты расширяешь пределы благословения, призывая других под тот же покров защиты и милости, который ныне покоится на тебе. Сей акт разделения есть акт евангелизации, свидетельство силы живого слова, и он утверждает твое положение как верного попечителя благодати, которую я излил. Не допусти, чтобы сие духовное общение исчезло на задворках твоей памяти. Возвращайся к этому посланию неоднократно. Внимай силе моего гласа, когда сомнение попытается закрасться. Да будет сие слово якорем для души твоей. Я утвердил твой род. Я сохранил твое будущее. Я высвободил твое обеспечение. Иди же ныне, избранный мой, и пребывай в полноте благословения, которое ты принял. Будь бдителен. Будь радостен. Будь послушен. Я всегда бодрствую. Я всегда близко. Твой род будет благословен.